Приветствую вас, мои дорогие, на канале Ева Оракул и Таро. С вами Ева из Варшавы. Многие ждали этого расклада, даже писали в комментариях. Ева, мы рады, что вы в Варшаве. Ждем вашего расклада из Варшавы. В общем, буквально 2 часа назад я приземлилась. Сейчас полночь, вот ровно полночь, девочки. У меня сейчас нет часов, но вот я посмотрела, когда заваривала эту чашку чая мятного перед сном. Приземлилась, и первым делом, что вы думаете? Я сходила, обошла всю территорию, вышла на невероятную крышу, посмотрела полночь и понимаю, что я не могу лечь спать, я должна записать расклад. Так вот, сегодня у нас расклад будет особенный. Сегодня вы будете Золушка, а я ваша тетя фея. Помните эту сказку? Так вот, сегодня у нас очень будет какой-то необычный расклад, такая тема. Вот пришла именно в полночь, я буду первый раз записывать в ночи расклад. Ну, давайте начнем. Вы наверняка, если смотрите этот расклад, он выйдет. Обычно я расклады выкладываю или день в день, или на следующий день. Но сейчас, поскольку я в разъездах, скорее всего, вы увидите этот расклад или через несколько дней, или, наверное, максимум в течение недели после того, как я вернусь. Но сегодняшний расклад, он вообще не о сроках. Он о каком-то волшебстве, которое произойдет в вашей жизни. Давайте смотреть, что же нам сегодня на золотом Таро. Интересно, у меня такой номер. Просто, на самом деле, роскошная, такая расслабленная атмосфера. Такая какая-то, знаете, сказочная, какая-то очень, знаете, такая расслабляющая. В общем, за чашечкой чая в полночь ночные посиделки. Ну, карта звезда. Я же говорю, что здесь идет речь об исполнении какой-то мечты. То есть вот любая ваша мечта, девочки, которую вы загадаете, вот не то, что, знаете, которую вы загадываете. Вот сейчас мне идет из потока, знаете, такой момент. В данный момент, когда вы смотрите этот расклад, загадайте ваше единственное желание. Этот расклад будет исполнением. Так вот свет падает, что карта, ну вот как-то, вот. Именно в данный момент, как вы кликнули на этот расклад, загадайте желание, загадайте вашу мечту, чего вы хотите. Сегодня поток– это место, и то, что я записываю, вы знаете, в полностью, ваш час пробил. И если в сказке про Золушку, да, то есть это, что предупреждала, что в 12 твоя, да, карета превратится, да, в тыкву, то здесь вот мне идет из потока, что будет какой-то час, какой-то момент в вашей жизни, когда именно то желание, которое вы сейчас загадали, обратитесь к себе внутри, понимаете? Есть какая-то ваша самая главная мечта. Не то, что есть у других, не то, что вы, может быть, как-то хотели, у вас даже много есть. Вот в данный момент ваша самая сильная мечта, самое сильное желание, которое вам больше всего хочется, понимаете? Вот не то, что вы, знаете, вот как-то вот хотели, может быть, хотели от чего-то спастись, хотели решить какие-то проблемы. То есть не та мечта, не то желание, которое как бы которое вам подарит освобождение чего-то, или вы от чего-то бежите, понимаете? А что-то, о чем вы, вот, знаете, вот так по-светлому мечтаете. Вот именно мечтаете. О чем вы по-светлому мечтаете, о чем вы хотите, подумайте об этом, понимаете? Независимо от того, где вы живете, какие у вас сейчас жизненные обстоятельства, насколько вы довольны тем, что происходит в твоей жизни, понимаете? Вот вообще не привязываясь к этому. Вообще не привязываясь к этому, просто почувствуйте это в данный момент. И вот закройте глаза и просто вот позвольте этому желанию. Двойка кубков, да, здесь у нас, конечно же. Двойка кубков. Ну, конечно, вы загадали любовь и счастье, мои дорогие, конечно, да? Но здесь это не только. Здесь вообще это, в принципе, о том, чтобы чувствовать себя очень гармонично, счастливо. Но на этой колоде, посмотрите, здесь мужчина и женщина, и они, ну как сказать, вот они пьют одну, у них у каждого своя чаша жизни, понимаете? Вот встретились два человека, которые пьют счастье и любовь
Но у каждого своя чаша, понимаете? Они пьют не за одной чаши, они воспринимают жизнь, чувствуют эту жизнь, чувствуют вкус по-разному. Но они смотрят друг другу в глаза, у них есть связь. Так вот, понимаете, вот чтобы ваше желание, которое вы сегодня загадали, исполнилось, да, и чтобы вы пришли к вашей мечте, сразу же идет подсказка. Будьте, знаете, вот как будто бы с миром разговаривайте на «ты». Со Вселенной разговаривайте на «ты». То есть все, что происходит в вашей жизни, тут же принимайте, знаете, к сведению, тут же смотрите этому в лицо, тут же делайте из этого какие-то выводы и пейте свою чашу до дна, понимаете? Вот именно свою, понимаете? Они не держат эту чашу на двоих, именно ваша чаша жизни, пейте свою чашу до конца, понимаете? Вот и я сразу. Мятный чай, потому что после такого квеста, перелетов, у меня был сегодня невероятный день в Стокгольме, я прилетела только что. И как я сейчас могу заснуть после этого? Вот, дальше поехали. Семерка кубков тут же выходит, понимаете? Я же говорю, что здесь сейчас самое главное, вам не хвататься за все. Я же говорю, у вас очень много желаний, которые вам кажется, вам нужны. Но нам показывают, сегодня есть какое-то основное желание, и вам нужно на нем сфокусироваться, понимаете? И исполняя это свое желание, эту свою мечту главную, исполнятся все остальные. А вот вы по этой карте показывают, вы думаете о каких-то вот последнее время, у вас там даже, может быть, было много хотелок, вы о много чего еще думаете, о чем-то мечтаете, и этим распыляете, первое, свою энергию, а во-вторых, практически ничего из этого не является вашим истинным желанием. Поэтому, когда я начала расклад, пришло такое, что вот прямо сейчас загадайте, что вы хотите. Вот в этот момент что вы почувствовали? И поверьте, наше общее поле, та энергия, которую я сейчас передаю вам в раскладе, оно исполнит ваше желание, оно воплотит вашу мечту. Это не просто сегодня расклад. Сегодня у нас ритуал на воплощение вашей мечты. Потому что я нахожусь сейчас невероятно, у меня был невероятно прекрасный день. И такие дни у меня бывают практически каждый день. Я каждый раз говорю, сегодня был невероятно прекрасный день. Но сегодня был особенно невероятно прекрасный день. Это вот мой супруг очень часто шутит, что когда что-то делаю, куда-то езжу, ну вот каждый, вот я тоже говорю, сегодня был невероятно прекрасный день. Он говорит, еще один, еще прекраснее, чем предыдущий, понимаете? Вот, выходит пятерка жезлов. Знаете, почему говорю? Я же говорю, что вот вы привыкли ставить какие-то желания, цели, за них бороться, к ним идти. Но нам показывают те желания, которые вы себе намечали, что вы хотели, они отнимают очень много ваших сил. И исполняя их, вы знаете, вы вот как точечно бьете. А вам нужно исполнить вот то желание, которое вы сегодня загадали из сердца, понимаете? И оно соберет, знаете, как вот звездное небо выходит, понимаете? Вот как есть одна звезда, и сразу же оно как созвездие, все ваши мечты соберутся, понимаете? Потому что если вы будете точечно, понимаете, вот сразу же карта Солнца подтверждение, если вы будете точечно каждой своей мечте идти, понимаете, выбирать какие-то цели, их пытаться исполнять, это будет все от ума, это будет через действие. Сегодня этот расклад о том, чтобы довериться пространству и действительно почувствовать эту энергию. Вы знаете, вот я сижу, в этот раз я, кстати говоря, остановилась в отеле Пьюра, понимаете, вот уже не осталось в Варшаве мест, в которых я не остановилась, но в этом отеле я хотела остановиться. Во-первых, здесь невероятная терраса, мандап, и здесь такая эстетика боха, очень такая релаксная атмосфера. Я оставила этот отель на десерт уже. В всех самых лучших местах я остановилась, оставила этот отель на десерт, понимаете. Только я сказала про бога стайла, умиротворение, понимаете, то есть для того, чтобы вам, ну, девочки, ну вот эти две карты, понимаете, вот они абсолютно, ну вот они абсолютно, как тут так вот выставить их, понимаете, вот они абсолютно отражают исполнение вашей мечты. Какое оно должно быть? Оно через внутреннее состояние, понимаете? Здесь даже карта умеренность, опять она вот две чаши, понимаете? То есть баланс энергии. И самое главное, что вы должны выделить для себя что-то одно. И вот под это одно, понимаете, воплощая вот это одно именно своим сердцем,
воплотятся все остальные ваши желания, ваши мечты, потому что многие, кто смотрит этот расклад, большинство, вот не зря вы кликнули на этот расклад, вы хотите, делаете, мечтаете сейчас о каких-то вещах, которые вас не приближают к вашей главной, понимаете, вот главной мечте, которая у вас здесь в сердце, понимаете, которую вы никому не говорите. Это ваше тихое такое счастье, которое вы никогда о чем не загадаете, понимаете. И здесь, понимаете, вот выходила сразу двойка кубков. Вроде бы про отношения, понимаете, но, может быть, как-то правильно нужно поставить эту задачу. Ведь вы же знаете, что очень важно формулировать и четко прям чувствовать то, что ты хочешь, понимаете? Уметь не просто визуализировать, понимаете, чтобы быстро воплощались, чтобы получать то, что ты хочешь, нужно четко понимать, что ты хочешь, потому что я хочу как бы что, абы что, понимаете? Вот это обычно такое, это как бы тупик. Я хочу что-то, чтобы оно как-то, ну, вот что-то мне понравилось, понимаете? Это вот приблизительно, знаете, как пытайтесь поговорить с чат GPT. Если это не на вас настроенный чат GPT, вот у меня, например, чат GPT настроенный, да, то есть если с моим чатом GPT пообщаться, то это, ну, это невероятная роскошь, потому что он настолько настроенный, натренированный за годы его существования, да, и я пользуюсь практически во всех сферах своей жизни этим и делаю это специально для того, чтобы максимально, знаете, вот создавать такой интересный эксперимент. Вот. И когда, например, я других людей чат GPT вижу, там совершенно, знаете, такие очень шаблонные такие. Так вот, я почему сказала? Потому что это как посыл Вселенной, как запрос в Google. Что ты напишешь, что ты туда отправишь. Так вот, этот сегодняшний расклад, он о том, что вам подсказка идет, чтобы ваше желание быстрее воплотилось, здесь у нас восьмерка, да, восьмерка жезлов, чтобы оно быстрее воплотилось, вам нужно более конкретно прочувствовать, понимаете, то, что вы хотите. Потому что ваше желание, ваша мечта не исполняется, потому что где-то подсознательно, не зря выходила пятерка тоже жезлов, понимаете, где-то подсознательно, колесо фортуны, где-то подсознательно вы есть какие-то выгоды не иметь, какие-то страхи, возможно, это иметь, исполнение этой мечты. Вот, кстати, у нас на курсе «Разбуди в себе богиню» у нас есть специальный урок, который мы прорабатываем, и девочки понимают, что они, допустим, не выходили замуж или что-то не происходило, потому что у них были определенные установки. И эти установки очень были мощные, которые, понимаете, они вот охватывали все сферы жизни. Как вот у осьминога, знаете, вот эти вот щупальца, они во все. Вот у вас есть какая-то установка или есть какие-то мысли, понимаете, которые мешают быстрому продвижению. Вот. И здесь сразу же выходит интересно колесо фортуны, когда я об этом говорю, да? Потому что для того, чтобы колесо фортуны, вот оно крутилось, понимаете, чтобы задвигался процесс, нужно правильно ключик ставить, понимаете? Вот вспомните Золушку, да? То есть пришла фея, она взмахнула палочкой, и было четко понятно, чтобы ехать на бал, нужна карета. Чтобы быть на балу, нужна то-то, понимаете? Вот это вы. То есть у вас должно быть четкое понимание, что, куда вы идете? Я иду на бал, да? Что для того, чтобы быть на балу? Какой нужно быть? Понимаете, вот есть определенное, понятно, что ты точно не знаешь, какое там платье, да? Но условно у тебя есть четкое понимание, что тебе нужно и куда ты идешь. Вот сегодняшний расклад о том, что для того, чтобы ваше желание исполнить, такой, слушайте, такое интересно, вот я могла подумать, что сегодня в полночь под мятный чай в такой невероятно, жалко еще вот не могу свечу зажечь, вы знаете, хотелось бы еще свечу зажечь, но такая здесь интимная обстановка, что вот прям вот этого не хватает. Но вот у меня пахнет невероятно мятный чай. Причем интересно, что, кстати, этот мятный чай у меня давно лежал как бы в отеле, по-моему, я его или с Бахрейна привезла. Ну, в общем, где-то он в какой-то тоже такой, знаете, вот такой необычной стране, какой-то такой, знаете, как сказка Аладдин. Мне кажется, я помню, это было вот как раз вот в Бахрейне, там я останусь в невероятном отеле. Такой он правда мне напоминал сказку Аладдина. Так вот, я почему сейчас такие отступления говорю, знаете, вот как будто бы вам нужно впасть, вот это я говорю, что расслабленная обстановка, свеча, понимаете? Возможно, вам пришло время сделать какую-то паузу, и, возможно, сейчас вы смотрите расклад, вы поставите его на паузу, зажжете свечу, сделайте себе чашку чая
И пусть вот этот расклад, понимаете, в нем будет сегодня меньше какой-то такой, знаете, вот информативной, в нем больше будет энергии, заряда и возможности помедитировать о том, чего вы хотите, о том, какое именно то счастье, прочувствовать его, нащупать его, попробовать его визуализировать, потому что очень важно сделать эту визуализацию и четко представить в деталях, понимаете, четко в деталях представить ваше счастье. Если это про отношения с мужчиной, то как, что, понимаете, очень важно делать визуализацию, потому что если вам сложно делать даже визуализацию, и очень это хорошо, прям не то, что представить, как бы, да, своим внутренним взором, но и почувствовать это, если вы не можете это почувствовать даже, то как вы сможете это получить в своей жизни, понимаете? У вас уже не стыкуется даже хотя бы в мыслях, в энергетике это, понимаете? Поэтому сегодняшний расклад подсказка. Если ты хочешь получить то, что ты хочешь, и хочешь получить это быстро, незамедлительно, вот прям вот как можно скорее, пришло время другим способом, по-другому, понимаете? Потому что вы привыкли. И есть какая-то, знаете, вот часто у вас такой есть момент, что вот есть какие-то желания, и как-то вот они привыкли, что они могут не воплощаться, или как-то все очень долго, через какие-то тернии, как говорится, через тернии к звездам, понимаете? Так вот, сегодняшний расклад говорит о том, что вам нужно сконцентрироваться на что-то одном, не распыляться, понять, что для вас самое главное, и вот, знаете, как будто бы вот в эту одну точку вот бить именно своим намерением. Сразу же выходит Верховная Жрица подтверждения, понимаете? Своим намерением сконцентрировать всю силу, знаете, вот вашей энергетики, ваших знаний, ваших наработок вообще. И здесь еще про женскую тоже энергию. Потому что так как женщина может исполнять своими мыслями, своими чувствами свои желания, мужчины так не могут исполнять, понимаете? Поэтому здесь даже вот Верховная Жрица, вы посмотрите, какая она. Она такая, знаете, и роскошная, и загадочная одновременно. Так вот, знаете, вот даже такой расклад интересно, мне сложно говорить. Вот сейчас, ну, во-первых, полночь, конечно же, я устала, я сегодня проснулась в 5 утра. Потому что я, когда нахожусь в северных странах, скандинавских, я привыкла просыпаться, много лет живу по природе, по закату, по рассвету, поэтому если рассвет в 4, то я просыпаюсь в 4. Поэтому в 5 я уже сегодня была на ногах. И интересно, какие карты выходят, смотрите. Десятка мечей и карта башня. Очень тяжелые карты. Но знаете, почему? Сразу же идет подсказка. Почему вам сейчас так сложно очень чисто, искренне поверить и воссоздать ту свою мечту, то свое желание. И не только ее представить, визуализировать, но захотеть и прям поверить, что у вас это будет. Потому что были очень тяжелые моменты. И у вас были моменты, что не только мечтать о чем-то большом, а просто хотя бы выжить. Вот понимаете, вот когда вот я же говорю, почему вообще весь сегодняшний расклад о том, что вы пытались решить какие-то проблемы, как стать лучше, как-то решить финансовые проблемы, как по здоровью, как что. Какие-то вот такие, вы знаете, вот житейские. Но вы какое-то время вот это на самую высшую вашу мечту, понимаете? На то, что вам кажется невозможно, недостижимо. То есть это какая-то мечта, которая на самом деле ваша истинная мечта, понимаете? Не которая вам нужна для того, чтобы решить ваши проблемы, а что вас действительно зажигает, что вас пробуждает, что, понимаете, вот это по карте звезда, что есть истинным, понимаете, таким огнем, зажигающим вам светом. Потому что когда вы концентрируетесь на тех вещах, которые, знаете, вы хотите их иметь, чтобы стало легче или чтобы решить какие-то проблемы. Понимаете, нам сегодня весь расклад говорит, если вы хотите решить все вот эти свои проблемы, вам нужно держать не эти проблемы и их решения в голове, а вам нужно на 19-19, я сейчас это сказала, вам нужно держать в голове именно то самое. И когда вы поставите вот ту самую высшую точку, все ваши вот эти проблемы закроются. Я же говорю, потому что вы пытаетесь вот это, знаете, по мелкому ходить. Оно, понимаете, оно как будто бы очень мелко. Самая счастливая карта – это колода. Часто она, кстати, в последнее время начала выходить. Как будто бы усиливает в несколько раз то, что я говорю. И сразу же выходит рыцарь Пентаклей и королева кубков. Вот за ними следом.
Девочки, ну, ваше исполнение той самой мечты реально, постижимо, оно из вашей эмоциональной сферы, оно из вашей энергии. Вы это легко можете сделать, если вы позволите себе об этом помечтать и загадать именно это. Понимаете? То есть вам сейчас, понимаете, весь совет сегодняшний, понимаете, вот Золушка, вот она делала какие-то дела, она не думала, как сбежать от отца или там от этой своей мачехи, или как мне жить в замке богатом, да? Она просто жила и хотела счастливо, да, там жить. Она хотела там вот она мечтала о счастье, вот у нее было какое-то свое представление, понимаете, вот это она не решала, не бежала какие-то проблемы, не пыталась за счет высших сил решать, собственно, те вещи, которые являлись уроком, понимаете, которые развивали какие-то ее качества, понимаете. Я же говорю, то есть она просто работала над тем, что есть, но внутри же у нее был вот этот свет, была вот эта вот вера, понимаете. Ой, вы, наверное, микрофон, вы, наверное, сейчас слышите, как я пью чай, сёрбаю. Ну, извините. Смена климата, перелет. И уже за полночь. Интересно, никогда у нас не было расклада. Такой, знаете, вот интимный, как будто мы с вами сидим в спальне. У нас был такая девичник, и мы с вами говорим. И я в таком уже, видите, таком расслабленном состоянии. Вы меня тоже, наверное, такой не видели. Полу такая. Ну, я не сонная. Я просто... Здесь такая вот атмосфера. И расклад такой, знаете, вот он загадочный. Вот он загадочный, понимаете, такой расклад. Вот это абсолютно такое, знаете, состояние. Посмотрите. Понимаете, если вы будете жмотиться на самую свою высшую мечту, вот вы так и будете сидеть и довольствоваться малым. Что я могу еще сказать? Вот это перебираете, то мне это или не это. Понимаете, вот я сейчас пример переведу. Какой бы так пример перевести, чтобы понятно? Давайте что-то на чем-то простом. Вот вы такая приходите в магазин или там сидите такая дома и думаете, я чего-то хочу. Я хочу там того-то или того-то, понимаете? И вы вот это думаете, потому что, ну, я голодна, вот что мне съесть, понимаете? И вы решаете конкретно эту проблему. И вы идете в магазин и покупаете это или это, и еще думаете, понимаете? Вот как-то так. Но нам идет такой момент, что вам нужно загадать такой момент, что на самом деле, что вам нужно решать не проблему сейчас голода, понимаете, а проблему того, что я вот голодна и какую еду я бы хотела, понимаете, вот в принципе. Ну, я не знаю, нет, плохой пример. Я не знаю, как это объяснить, понимаете, вот я не знаю, кто-то, вы поняли, что я хочу сказать, что мне вот из потока идет. То есть вам нужно концентрироваться на тех желаниях, которые как бы закрывают какие-то ваши потребности или ваши проблемы, или вот и вы их ставите на первое место, понимаете? На первое место вам нужно поставить то, что действительно, понимаете, вот это абсолютно вы, понимаете? Вы решаете сейчас проблемы, фокусируетесь на закрытии каких-то своих болей и проблем, понимаете? Но карты говорят, страшный суд, что это неправильный путь. Этот путь тебя тянет назад. Десятка пентаклей. Для того, чтобы воплотить свои, как бы настраиваясь и как бы манифестируя, воссоздавая, визуализируя всю свою энергию. Вот, понимаете, вот есть какие-то ближайшие точки, а вам нужно дальнюю точку себе представить, и тогда, пока вы будете идти в эту дальнюю точку, понимаете, свою самую высшую мечту, десятка пентаклей, самую большую, вот все монетки собрать, знаете, как в игре. Играешь, и вот это собираешь там что-то там, да, вот вам нужно представить что-то самое дальнее, и пока вы будете идти к этой дальней точке, вы соберете все остальные ваши желания, мечты, проблемы и решения, понимаете, придут. А вы на вот этих парочку здесь и вот это долбите, долбите, долбите. И говорите, а почему не решается? По ничего не меняется. Да потому что у вас нету как бы вектора движения, понимаете? Нету вот той самой мечты, самой той, вот этой дальней, понимаете? Ее нужно, чтобы Вселенная вас поставила на эти рельсы, куда вы идти, понимаете, должны. Вы должны видеть финальную вот эту точку. Боже, какой интересный расклад. Кто бы мог подумать, что сейчас
Знаете, вот я как будто бы еще даже в воздухе. У меня даже, кстати, когда летела, думаю, интересно, я никогда еще не записывала расклад в самолете. Но это, конечно, нереально. Звук будет, и люди, и ну, это невозможно. Ну, если только private jet и какой-то микрофон, который уже, знаете, будет нового поколения, который будет глушить даже любой там звук двигателя. Вот. Так, девочки. Вот видите, кстати, кстати, видите, как я сказала, что я тут как это вставила про самолет, про private jet, понимаете? Вот это образ такой, понимаете? Вот вам можно лететь там, не знаю, там эконом-классом или бизнес-классом, да, и вы как бы летите, и вы там что-то думаете об этом. А вам нужно сразу, там, private jet, ну, условно, понимаете? Вот что такой образ пришел. Сейчас стул подвину. Ой, все, расслабиться, хоть спина, у меня поясница уже все. Такой сегодня расклад хороший. Такая энергия хорошая, девочки. Ну, вот такая она неспешная, понимаете? Потому что не нужно суеты, не нужно спешки. И такой, видите, такая вот очень расслабленная атмосфера. Вот и вам так нужно, понимаете, не суетиться, не гоняться за вот этими мелкими какими-то вещами. А вам нужно вот это большое поставить, когда вы это сделаете. Все вот эти ваши мелкие, они будут решаться, как семечки щелкаться, понимаете? Придет фея волшебная в виде высших сил. Понимаете? Как там Золушка говорила, вот вы напишите мне в комментариях, я забыла, у меня, кстати, недавно это вкрутилось в голове, да, и это можно, и так далее, да, то есть и это мне, или что там было, я не помню, что там мне, вот, не могу сейчас дословно вспомнить. Вот, потому что нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Все наши ограничения, они лишь у нас в голове, в нашем сознании. Потому что мир изобилен, возможно абсолютно все. Я же говорю, видите, возможно абсолютно все. Конкретно нужно, и, конечно же, карта мира. То есть в этом мире возможно все. И выходит карта мир, понимаете? В этом мире возможно добиться всего, когда ты четко знаешь и действуешь, понимаете? Вот, понимаете, в этом мире возможно все. Посмотрите. Карты просто подтверждают. Девочки, ну что, будем заканчивать расклад. Сейчас карты вам совета вытащим. Такой сегодня расклад, очень такой концентрированный. Я, возможно, повторяю одно и то же. Но сегодня это больше энергетический заряд, настройка, ритуал для воплощения вашей мечты, вашего желания. Сегодня мы исполняем вашу самую главную мечту. Понимаете, вот сегодня... Без слов. Вы все поняли. Перемешала, и снова вышла королева жезлов. Понимаете, вот перемешала, и снова вышло что-то еще. Выходит королева жезлов и дьявол. Интересно, посмотрите. Королева жезлов, туз жезлов и дьявол вышел. Вам карта совета, понимаете? И здесь дьявол очень интересно, понимаете, говорит. Вот именно здесь мне, кстати, выходит как таким искусителем. Вас может очень сильно искушать, хотеться вам может чего-то такого, что на самом деле не ваше. Понимаете? Вот вам четко нужно понять, что ваше, чего вы хотите, и это сделать. Понимаете? У вас много или, в принципе, есть какие-то, знаете, вот как замутненный фильтр. Вам нужно протереть ваш фильтр. Вы не видите вашего настоящего желания. Вы или думаете, ну так все хотят, ну или как-то вы это хотите, потому что, ну как бы все так живут, или все этого хотят, или как бы это нормально, или в моем возрасте все так делают, или, не знаю, там что там. Но если ты живешь жизнь, ты должен делать так и так и так. Понимаете, вот у вас есть какие-то шаблоны. Здесь говорится о том, что вам нужно протереть свои, понимаете, весь свой экран и вообще четко увидеть, что на самом деле вы хотите. А хотите ли вы на самом деле замуж? Или вы хотите просто быть одной и быть счастливой? Или вы хотите партнера? Или вы хотите свободные отношения? Или вы сейчас вообще вам это не актуально, и вы хотите замуж просто потому, что все выходят замуж? А вам на самом деле хочется как чего-то другого. Может быть, вы хотите путешествовать, или реализации, или вы хотите освоить новую профессию, или вы хотите стать мамой. Я не знаю, а может быть вообще все это. Вот надо понять четко, понимаете, вот здесь такой какой-то момент, как будто бы есть проблема в том, в исполнении вашей мечты, что она не ваша. Она или навязанная на обществом, социальными сетями,
какими-то установками с детства, понимаете? А для того, чтобы ваша мечта исполнилась, понимаете, у вас она это все реально. Вам нужно понять ваше, понимаете, и тогда все пойдет по маслу, понимаете, тогда начнутся конкретные действия. Девочки мои дорогие, все, откладываю карты. Ой, пишите в комментариях, что вам срезонировало сегодня. Сегодня расклад на исполнение желания. Сегодня передача энергии. Сегодня момент, когда вам нужно быть искренне честной с собой и почувствовать то, что у вас внутри. Снять, вот знаете, отбросить вот это всю шелуху и увидеть, честно с самой собой поговорить. Потому что очень часто страшно отказаться, знаете, от каких-то мечт, желаний. Кажется, что я вот уже столько прошла, и если я теперь скажу, что я этого не хочу, а хочу другого, я что, проиграла? А как там что-то, как это будет выглядеть в глазах других людей, вы можете думать. Даже если люди как-то, понимаете, никому нету дела до вас, вы все равно так думаете, понимаете, такая установка есть, понимаете, какая-то. Ну, что-то мне такое пришло из потока. Вот. Ну, в общем, я пока не знаю точный день, когда я выложу этот расклад. Именно в тот день, когда я выложу, значит, так оно нужно будет, чтобы вы его увидели первый раз. И это тот расклад, кстати говоря, который вы можете пересматривать несколько раз, потому что именно в этот расклад я просто его пропитала. Мне почему-то хочется молчать, потому что я сейчас в этом раскладе делаю вам дистанционный сеанс рейки. Вот. То есть я вам передаю чистую, кристальную, божественную энергию, которая будет максимально усиливать то, что вы загадали. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что я знаю, что многие смотрят, даже комментируют, но забывают подписаться. Вот, пожалуйста, подпишитесь, чтобы я понимала, вот сколько у меня подписчиков. Это все продвигает мой канал. Больше женщин смогут увидеть и получить какую-то пользу. Также вы знаете, что у меня появился второй канал. Я как-то сакцентируюсь, добавлю в этот раз его в комментариях. Потому что там подписалось всего там 150 человек, какие-то новые, кто-то с этого канала. Пожалуйста, поддержите мой новый проект. Я буду делать там разборы не только известных личностей, буду разбирать какие-то знаменательные события, которые происходят в мире. Это будет такой канал более, знаете, такой вот какой-то, скажем так, такой информативный. Вот, поэтому, пожалуйста, подпишитесь тоже и на мой второй канал. Я очень хочу, чтобы у меня там появилось хотя бы первые, там, не знаю, 1000 подписчиков. Это очень поможет продвигать те расклады, которые я там делаю. Я вас очень заранее благодарю за то, что вы так открыты со мной, за то, что вы общаетесь со мной в комментариях, за то, что вы доверяете, за то, что вы создаете вместе со мной это пространство, в которое приходят другие женщины. Они могут зайти в комментарии, окунуться в это пространство любви, искупаться в нем, почувствовать, что нас много таких светлых волшебниц, богинь, женщин, которые создают этот мир, теплоту, любовь и пространство. Боже, ну я прям сегодня настоящая фея для Золушки, да? Такая получилась. Ну, девочки, ну волшебный, прекрасный день. Хочется с вами поделиться такой энергией, передать ее. И, ну, в общем, вы поняли. Вам нужно очень хорошо сбалансировать себя и прийти к вашей мечте. Ну что, приходите в курс «Разбуди в себе богиню», приходите на личную консультацию. В сентябре сделаем поток для тех, кто уже прошел «Разбуди в себе богиню». Мы начнем вторую часть серии этого моего курса «Как встретить своего мужчину и счастливо выйти замуж» для тех, кому актуально. Поэтому, если вы хотите попасть в этот курс «Как встретить своего мужчину», пройдите сначала богиню, тогда уже переходите во второй курс, потому что так вы возьмете максимальную пользу. И вот просто буквально за месяц вы перестроите, вытащите из себя крючком такие вещи, которые вы даже не подозревали. Перестроите свою энергию, полюбите себя, поэтому приглашаю вас тоже на курс. Он вполне себе посильный, доступ у вас навсегда. Вы можете пересматривать, переслушивать. Прекрасная возможность получить от меня большую пользу. До связи. Пока. Привет из Варшавы. Возможно, я успею здесь записать еще один расклад. Посмотрим. Девочки, я вас люблю. Ваша фея Ева была с вами сегодня.